Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие сквозь века и тысячелетия, чтобы поговорить о величайших империях в истории человечества. Но не о тех, о которых вы привыкли слышать на уроках истории, вроде Римской империи, которая, безусловно, оставила огромный след в мире. Нет, сегодня я хочу рассказать вам о 10 империях, которые существовали дольше, чем Римская, и чьи судьбы порой оказываются не менее захватывающими, чем истории Цезаря или Августа. Мы будем разбираться, почему эти государства смогли пережить века, какие уникальные черты позволили им устоять перед лицом войн, кризисов и времени, и какие малоизвестные детали делают их такими интересными. Так что устраивайтесь поудобнее, это будет долгое, но, обещаю, невероятно увлекательное погружение в прошлое. Для начала давайте определимся, о чем мы говорим, когда упоминаем Римскую империю. Официально она началась в 27 году до нашей эры, когда Октавиан принял титул Августа, и закончилась в 476 году нашей эры, когда последний западный император Ромул Августул был свергнут. Это примерно 503 года существования. Но если считать Восточную Римскую империю или Византию как продолжение, то срок увеличивается до 1480 лет, до падения Константинополя в 1453 году. Сегодня мы будем сравнивать с Западной Римской империей, то есть ориентироваться на 500 лет, чтобы найти те государства, которые превзошли этот рубеж. Однако я не просто перечислю их, я постараюсь показать, что стояло за их долголетием, и добавлю такие факты, которые вы вряд ли найдете в школьных учебниках. Первое в нашем списке – это империя Чола, тамильское государство на юге Индии. Оно существовало с 3 века до нашей эры до 1279 года нашей эры, что дает нам более 1500 лет истории. Чола – это не просто какая-то локальная держава, это была настоящая морская империя, чьи корабли бороздили Индийский океан, доходя до Юго-Восточной Азии и даже Китая. Их долголетие объясняется уникальным сочетанием военной мощи и культурного влияния. Они строили грандиозные храмы, вроде храма Брихадишвары в Танджавуре, который до сих пор поражает своей архитектурой. Но что действительно интересно, чолы не боялись адаптироваться. В периоды упадка они уступали власть соседям, становились вассалами, а затем возвращались к величию. Мало кто знает, что их флот в X веке был настолько мощным, что они захватили Шри-Ланку и Мальдивы, а их торговые связи простирались до Индонезии. Почему же о них так мало говорят? Возможно, потому что их история затмевается рассказами о моголах или британской колонизации Индии. Но чола – это пример того, как гибкость и мореходство могут продлить жизнь империи на 1,5 тысячелетия. Далее – Венецианская республика. Она просуществовала с 697 года до 1797 года, когда Наполеон положил конец ее независимости, это 1100 лет. Формально это не империя в классическом смысле, ведь Венеция не стремилась к огромным территориям, как Рим. Но ее влияние на Средиземноморье и торговые пути делает ее достойной этого списка. Венеция была олигархией, где власть принадлежала богатым купцам, а ее флот считался непревзойденным. Интересный факт. Венецианцы изобрели систему карантина во время чумы, что помогло им пережить эпидемии, которые уничтожали другие государства. Их долголетие – это история о том, как экономика и дипломатия могут быть сильнее армий. Они торговали со всеми, от византийцев до османов, и даже когда их флот уступил туркам в 15 веке, они сумели сохранить независимость еще на 3 столетия. Венеция учит нас, что не обязательно владеть огромными землями, чтобы быть империей в глазах мира. Теперь перенесемся в Африку, к царству Куш или Нубийской империи. Оно существовало с 1070 года до нашей эры до примерно 350 года нашей эры, около 1400 лет. Куш часто упоминается в тени Египта, но это несправедливо. Расположенное вдоль Нила на территории современного Судана, это государство было настоящей силой. Они даже завоевали Египет в 8 веке до нашей эры, основав 25-ю династию фараонов, известную как Черные фараоны. Кушиты славились своим железным оружием и торговыми путями, которые тянулись до Индии. Малоизвестный факт. У них была собственная письменность, мираитский алфавит, который до сих пор полностью не расшифрован. Их долголетие – это результат изоляции и умения защищать свои земли от внешних врагов,
включая римлян, которые так и не смогли их покорить. Куш заставляет задуматься, сколько еще великих цивилизаций мы недооцениваем из-за евроцентричного взгляда на историю. Следующее. Империя Сила на Корейском полуострове. Она просуществовала с 57 года до нашей эры до 935 года нашей эры, почти 1000 лет. Сила была одним из 3 королевств Кореи, но в VII веке она объединила полуостров, победив Пэкче и Когурё. Ее успех связан с сильной централизованной властью и буддийской культурой, которая сплачивала народ. Интересно, что Силла активно сотрудничала с китайской династией Тан, что дало ей военную поддержку, но при этом сохраняло свою уникальность. Один из малоизвестных фактов. В столице Силлы, Кёнджу, находится обсерватория Чхомсонде, старейшая в Восточной Азии, построенная в VII веке. Это показывает, насколько развитой была их наука. Силла рухнула из-за внутренних раздоров, но ее долгая история – это урок о том, как религия и внешние альянсы могут укреплять государство. Теперь Священная Римская империя. Она существовала с 962 года до 1806 года, когда Наполеон ее распустил. Это 844 года. Это государство часто называют ни священным, ни римским, ни империей, и в этом есть доля правды. Оно было скорее союзом германских, итальянских и других земель, чем монолитной империей. Но именно эта децентрализация и помогла ей выстоять. Императоры избирались, они наследовали трон, что позволяло адаптироваться к новым реалиям. Мало кто знает, что в XIII веке империя пережила период, когда вообще не было императора, почти 20 лет. Но она не распалась. Это говорит о том, что ее сила была не в личности правителя, а в системе. Священная Римская империя – пример того, как хаос и гибкость иногда лучше строгого порядка. Далее. Португальская империя. С 1415 года, когда португальцы захватили Сеуту, до 1999 года, когда Макао было передано Китаю, это 584 года. Португалия была пионером эпохи великих географических открытий. Ее корабли открывали новые земли от Бразилии до Японии. Ее долголетие связано с морской мощью и способностью удерживать колонии даже в периоды упадка метрополии. Интересный факт. В XVI веке португальцы создали первую глобальную торговую сеть, связав Европу, Африку, Азию и Америку. Но их империя была уязвима из-за маленького размера самой Португалии, они просто не могли держать все под контролем вечно. Это история о том, как амбиции могут пережить ресурсы. Теперь Восточная Римская империя, или Византия. С 395 года, когда Рим разделился, до 1453 года 1058 лет. Византия – это прямое продолжение Рима, но с греческим лицом и христианской душой. Ее столица, Константинополь, была неприступной крепостью, а флот с греческим огнем – настоящим чудом техники. Византийцы пережили арабские нашествия, крестоносцев и даже чуму благодаря сильной бюрократии и дипломатии. Малоизвестный факт. В X веке императрица Зоя Карбонопсина чуть не стала первой женщиной-императором, но ее сын Константин VII отобрал власть. Византия – это пример того, как культура и вера могут продлить жизнь империи даже после падения ее старшей сестры. Следующее – империя кхмеров в Юго-Восточной Азии с 802 года до примерно 1431 года, около 629 лет. Кхмеры создали Ангкор-Ват, крупнейший религиозный комплекс в мире, и их экономика держалась на сложной системе ирригации. Они контролировали торговлю между Китаем и Индией, что обеспечивало богатство. Интересно, что кхмеры использовали ртуть для позолоты храмов – опасный, но эффектный метод. Их упадок связан с изменением климата и войнами с тайцами, но их долголетие – это история о том, как природа и инженерия могут работать вместе. 9. Эфиопская империя с 1270 года до 1974 года, когда монархия была свергнута, это 704 года. Эфиопия уникальна тем, что избежала колонизации, за исключением короткого периода итальянской оккупации. Ее сила была в христианской традиции и горной местности, которая защищала от врагов. Мало кто знает, что эфиопские императоры считали себя потомками царя Соломона и царицы Савской, что придавало им сакральный авторитет. Эфиопия – пример того, как изоляция и вера могут создать долговечную империю. И, наконец, Османская империя
С 1299 года до 1922 года, когда Турция стала республикой. 623 года. Османы начинали как небольшое племя, но выросли в супердержаву, захватив Константинополь и Балканы. Их армия, янычары, была уникальной системой, где рабов обучали как элиту. Интересный факт. Османские султаны в XVI веке владели крупнейшей в мире коллекцией китайского фарфора, что показывает их культурную открытость. Османы рухнули из-за национализма и Первой мировой войны, но их долголетие – это история о военной дисциплине и адаптации. Итак, что объединяет эти империи? Гибкость, сильная культура, экономика или география – у каждой был свой секрет. Римская империя с ее 500 годами кажется лишь эпизодом на фоне этих гигантов. Но главное, что я хочу сказать, история – это не только победы и падения, это уроки. Как вы думаете, какая из этих империй самая недооцененная? Пишите в комментариях, подписывайтесь и давайте вместе открывать прошлое. До встречи в следующем видео.